Всем привет, дорогие друзья! Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Сегодня мы рады предоставить вам два совершенно новых груза для дополнения для специального транспорта. С предстоящим обновлением 1.49 вы сможете перевозить лопасти ветряной турбины длиной 39 метров, более 120 фунтов и массивный солнечный тягач в American Truck Simulator. В честь долгожданного появления лопасти ветряной турбины мы продолжили два новых маршрута, ведущие из Пуэбло, штат Колорадо, где производятся эти лопасти. Вы также сможете найти эти два новых груза на выбранных специальных транспортных маршрутах, которые уже предоставлены в игре, ведущих через некоторые из ранее выпущенных дополнений к картам, а также расположенных в некоторых штатах, ведущих с первоначальным выпуском АТС. Это обновление DLC включает груз с лопастями ветряной турбины, расчлененный грузовой тягач, новый маршрут из Пуэбло в Тринидад, недалеко от Пуэбло, новый маршрут из Пуэбло в Лаймон, недалеко от Денвера. Сесть за руль грузовика, перевозящего массивный груз, непростая задача. Маневрирование грузовиком с негабаритным грузом требуется умелого танца, отточенного баланса между мощью и точностью. Только самые опытные дальнобойщики могут справиться с этими необычными миссиями. Как вы думаете, у вас есть то, что это нужно? Мы надеемся, что вы в восторге от этого обновления, которое было запрошено в течение некоторого времени нашим сообществом Best of Covers. Не забывайте проверять наши профили в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok и подписываться на них, чтобы оставаться в курсе последних новостей. Сегодня мы рады предоставить вам первую в своем роде версию Euro Truck Simulator 2, устанавливать стандарт будущего распространения безопасности и инноваций. Мы рады официально объявить о выходе DAF XD. Теперь доступен в ближайшем к вам внутриигровом дилерском центре DAF Trucks с различными вариантами настройки. Ссылочка на данный видеоролик в правом верхнем углу экрана. Грузовики DAF XD представляют собой новое поколение транспортных средств для дистрибуции и профессионального использования, благодаря аэродинамическим характеристикам, повышающим топливную экономичность и передовыми системами безопасности, обеспечивающим безопасную поездку. Это идеальный выбор для вашей следующей региональной доставки в дорогу. Он оснащен компактной, но удобной и просторной кабиной с отличной обзорностью благодаря таким функциям, как обзорное окно и на обочине системы DAF Windsonge, низкие линии ремня безопасности и большое ветровое стекло. DAF XD также оснащается дополнительным складным сиденьем для кинотеатра и самыми первыми задними стеклами кабины DAI ETS-2. Готовы приступить к грузоперевозкам, DAF XD поставляется в игре с выбранным набором конфигураций настроек, которые включают в себя 3 варианта салона, варианты шасси и кабины на 3 дня FT4.2, FI-TI 6.2, FTTT 6/4, 5 вариантов шасси со спальными местами FT4/2, FTG 6/2, FTS 6/2, FTI 6/2, FTTT 6/4. 5 вариантов двигателей мощностью от 299 до 449 лошадиных сил. 4 варианта трансмиссии с 12 скоростями. Вы также можете найти ряд настроек интерьера и экстерьера, доступных для DAF XD. Это включает в себя 3 варианта отделки салона, дополнительный надежный бампер, значки международного грузовика 2023 года, выбор дефлекторов крыши для прицепа и различных высоты, покраска прицепа самосвала «Начни будущее», дополнительные складные кресла для кинотеатра, множество других настроек как для интерьера, так и для экстерьера DAF XD. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как вы настроите свой грузовик. Поделитесь своими первыми путешествиями с нами, с DAF Trucks, в Twitter, Instagram и Facebook. Используйте хэштег DAF XD, мы обязательно поделимся нашими любимыми. Мы хотели бы еще раз выразить огромную благодарность нашим друзьям из DAF Trucks за то, что сделали возможное дополнение. Если вы хотите попробовать DAF XD в Euro Truck Simulator 2 с полноценным симулятором движения и оказались недалеко от Лиона, Франции, то обязательно загляните на стенд DAF Trucks на выставке. Команда была бы более чем счастливы приветствовать вас и позволить прокатиться. Подробнее об этом в выставке читайте в данном сообщении в блоге. Ссылочка на данный блог в описании данного видеоролика. Пришло время начать будущее из DAF XD. Теперь доступны бесплатные обновления для всех владельцев Euro Truck Simulator 2. Мы надеемся, что вам понравятся автомобильные перевозки с этим новым захватывающим дополнением. Мы с нетерпением ждем встречи с вами. По мере того, как мы углубляемся в текущий проект California Rewake для American Truck Simulator, приготовьтесь заводить двигатели, потому что у нас есть для вас еще один краткий обзор. Готовьтесь к путешествию в недавнем построенном городе Модесто.
исследовать очарование Модесто, доставляя груз на 2 новых склада, которые скоро появятся. Следите за захватывающим обновлением. Эти места не только делают игру более захватывающей, но и демонстрируют фирменский образ жизни, который является важной частью Модесто. Это также способен показать, как это зависит местная экономика, благодаря чему при каждой поездке через Модесто чувствуешь, что это действительно там. Совершите живописную прогулку по арке Модесто, ведущей прямо в оживленный центр города, где оживает городская атмосфера. Не пропустите захватывающий вид, украшенный такими достопримечательностями, как знаменитый центр Иисусского Галлало. И вот скрытая жемчужина в Модесто есть секретная дорога, которая ждет своего открытия. Приготовьтесь к приключениям. Итак, приготовьтесь к поездке, пристегните виртуальный ремень безопасности и исследуйте фирме Модесто и городскую жизнь. Возможно, сверните на эту секретную дорогу. Город сможет предложить гораздо больше, когда мы его выпустим. Помните, визуальные эффекты, которые вы видите на скриншотах, все еще находятся в стадии разработки. Несмотря на это, мы надеемся, что этот пост в блоге вызовет у вас достаточно волнения, чтобы исследовать город, как только в игре выйдет 3-я фаза California Remake. Следите за обновлением этого этапа, подписывайтесь на наш канал в социальных сетях, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, и вы никогда не пропустите ни одной важной информации. Увидимся в пути. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Мы рады сообщить, что выпущено обновление 1.49 для American Truck Simulator, которое теперь доступно в Steam. Это обновление содержит исправление ошибок, изменений и новый контент, который предоставлен ниже, поэтому мы рекомендуем ознакомиться. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто принимал участие в выставлении и оставлял свои отзывы, сообщал об ошибках в период открытого бета-тестирования. Ваш ценный вклад помог нам внести изменения и установить некоторые ошибки, которые мы, возможно, пропустили в первый раз. Мы надеемся, что теперь вы сможете в полной мере насладиться плодами своей работы. Ссылочка на данный видеоролик в правом верхнем углу экрана. Прежде всего, по многочисленным просьбам мы добавили Луну обратно на наше ночное небо. Это тонкий, но замечающий штрих, который добавляет дополнительный уровень реализма и удивляет вашим виртуальным приключениям в сфере грузоперевозок. Любопытно, что стоит упомянуть то, что может показаться простым дополнением Луна, в течение некоторого времени создавал некоторые серьезные проблемы. Интеграция Луны в ночное небо потребовала, среди прочего, создания рендеринга и расчета лунного света, правильных фаз, управления отражением в водоемах, работы с мокрыми дорогами и устранения зеркальных эффектов. В дополнение к этому мы также переосмыслили ночное небо, представив динамичные звезды, которые мягко мерцают, повышенную общую достоверность ночного времяпровождения. Мы также рады сообщить, что Skybox теперь будет работать в высоком динамичном диапазоне, что означает, что небо будет окрашено более насыщенными цветами, и наши погодные визуальные эффекты также получили обновление. Гроза теперь включает видимые молнии, что обеспечивает более полное погружение. Обязательно следите за ночным небом в определенных регионах. Вы можете быть приятно удивлены тем, что заметите. Чтобы подвести итог, мы также подготовили для вас специальные видео, демонстрирующие все эти изменения. Это определенно стоит проводить вместе со специальным сообщением в блоге, которое мы опубликовали ранее. Ссылочка на данный видеоролик в правом верхнем углу экрана и ссылочка на специальное сообщение в блоге в описании данного видеоролика. Зрители будут возможность лично познакомиться с техническим центром Packers. Это реалистичное развлечение в соотношении 1 к 1 позволит заглянуть в мир разработки грузовых автомобилей. На протяжении многих лет технический центр Packers был эпицентром инноваций и разработки для известных производителей грузовиков Кейтворд и Реттербилд. Это оборудование сыграло важную роль в тестировании грузовиков, силовых агрегатов, технологий и многого другого. Именно здесь гиганты индустрии грузоперевозок раздвигают границы возможного создавания следующего поколения культовых грузовиков. Несмотря на то, что местность не будет хорошо видна на внутренней карте и в пользовательском интерфейсе, любопытных игроков ждет множество интересных моментов для изучения. Мы также добавили дополнительный уровень азарта. Маленькое пасхальное яйцо будет припарковано в самом техническом центре Packers. Мы призываем вас быть внимательнее и посмотреть, сможете ли вы заметить этот сюрприз. Мы надеемся, что вам понравится знакомиться с этим новым и уникальным дополнением в American Truck Simulator.
Мы также рады предоставить еще одну востребованную функцию поддержанных грузовики. Теперь будут доступны сразу в главном меню, где вы сможете выбрать грузовики, которые более экономичны по сравнению с совершенно новыми автомобилями. Тем не менее, эти поддержанные грузовики поставляются с некоторыми пробегом и износом, на что указывает их звездный рейтинг и отдельное окно, в котором представлены подробная разбивка повреждений на различных деталей. Одним из наиболее значительных изменений, связанных с этой функцией, является улучшение системы повреждений и ремонта. В прошлом наш подход был очень упрощенным. Отдельные детали накапливаются, повреждения представляются в процентах, и вы могли их отремонтировать, бросив процент до нуля. Однако с обновлением 1.49 детали будут накапливаться 3 этапа повреждений. Повреждение. Этот тип повреждений может быть установлен стандартным ремонтом, как и раньше. Износ деталей. Когда компоненты значительно изнашиваются, и вам захочется их заменить. Постоянный износ. Постоянный износ представляет собой системное строение и износ всего транспортного средства. Он может быть сведен к нулю только путем полного восстановления всего транспортного средства. Это более дорогостоящая процедура, но это единственный способ вернуть ваш грузовик и прицеп в первоначальное состояние. С улучшением системы повреждений улучшается контроль над обслуживанием автомобиля. Теперь вы можете принимать обоснованные решения о том, какие детали ремонтировать или заменять, основываясь на своем суждении. Кроме того, у вас есть возможность обратиться за профессиональной консультацией относительно наилучшей стратегии ремонта вашего грузовика или прицепа. Счастливых поддержанных грузоперевозок. 4 года назад было выпущено дополнение Юта DLC для American Truck Simulator. Тогда мы еще много узнавали о наших инструментах и техниках, особенно когда дело касалось создания гор. Сегодня мы рады, что достигли уровня, на котором улучшение создания гор в игре, особенно когда дело доходит до масштаба и деталей. Сегодня мы рады выпустить вместе с обновлением 1.49 небольшой переработку ряд гор, расположенный в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Мы хотели бы поблагодарить тех из наших сообществ, кто поделился своими отзывами относительно изображением гор, найденных в этом прекрасном штате. Вы обнаружите, что в большинстве случаев горы были полностью переделаны с нуля, заменив старые модели, которые когда-то стояли там. Мы действительно надеемся, что вы увидите разницу в этой переделке. Мы надеемся продолжать дорабатывать некоторые аспекты наших DLC, поскольку наши инструменты и опции продолжают развиваться в течение времени. Обязательно поделитесь с нами своими приключениями с грузоперевозками по Юте, версия 1.49 в наших социальных сетях. Мы будем рады их увидеть. Еще одна востребованная функция, появившаяся в версии 1.49, это введение модификаторов привязки клавиш. Ранее при создании новой привязки в меню вы могли бы нажать только одну клавишу для действия. С обновлением 1.49 у вас теперь возможность использовать комбинацию клавиш и модификаторов для привязки действий. Например, теперь вы можете назначить Shift плюс L для включения фары, если пожелаете. Это открывает для вас совершенно новый мир комбинации привязки клавиш, позволяет использовать большие варианты привязки, но это еще не все. Теперь у вас также будет возможность привязать короткие нажатия и длинные нажатия клавиши. Удержание клавиши нажатые будет распознание как длинные нажатия, а нажатие кнопки в обычном режиме будет рассматриваться как короткое нажатие. Клавиатура — это не единственное периферийное устройство, пользующееся преимуществами этого изменения. Контроллеры также смогут использовать эту новую функцию. С выходом 30 ноября дополнения Kansas для American Truck Simulator мы воспользовались возможностью предоставить захватывающее обновлением для дополнения Special Transport. Сегодня мы рады объявить о прибытии 2 новых негабаритных грузов. Представляем новых грузовиков машины и зачлененные тягачи, как часть обновления 1.49. Думаете, у вас все еще необходимо для перевозки этих новых грузов? Вы можете найти эти новые грузовые маршруты на некоторых из уже существующих маршрутов в различных DLC и базовой игре. Мы также представили 2 совершенно новых маршрута, оба из которых начинаются из Пуэбло, Колорадо, где в реальном мире часто перевозят лопасти ветра. Однако это еще не все. Дополнение Kansas также получит несколько собственных новых маршрутов, когда выйдет. Вы можете прочитать больше об этих маршрутах, а также о добавлении новой специальной транспортной функции для дальнемагистральных маршрутов в нашем недавнем сообщении в блоге. Ознакомьтесь с этим здесь. Еще одной новой функцией, которую мы рады предоставить в этом обновлении, является опция автоматического включения фар. Это относительно простая функция, которая включает ваши фары, когда окружающий свет вокруг грузовика падает ниже определенного порога.
Если опция включена, положение переключателя габаритных огней заменяется на автоматическое освещение. Так что по-прежнему можете включить фары или принудительно включить фары с помощью других положений переключателя. Мы также добавили функцию автоматического дальнего света. Эта функция временно отключает дальний свет, когда перед вами находится транспортное средство, как на вашей полосе движения, так и на встречной. И снова включает ее, когда транспортное средство находится достаточно далеко. Эти автомобильные фары дальнего света включаются, если вы переключаете переключатель дальнего света, и когда либо включены ваши автоматические фары, либо вы включаете фары вручную. В случае, если опция автоматических фар отключена, дальний свет работает только при включении фар вручную. Мы надеемся, вам понравится эта простая, но полезная функция, когда вы путешествуете. С выходом Kansas DLC для American Truck Simulator 30 ноября специальный транспортный DLC получит обновление, которое включает в себя несколько новых маршрутов, миссий и добавление новых функций. Кроме того, мы также хотели бы поделиться с вами предварительным обзором сборов, с которым вы столкнетесь в этом штате, а также новой платежной системой. С расширением Канзаса вы сможете выполнить специальные транспортные задания из 6 новых маршрутов, из которых 4 расположены в пределах штата, но 2 из них будут немного более особенны, поскольку начинаются в Пуэбло, Колорадо, и ведут либо в Мэрисвилл 707 миль, либо в Додж-Сити 313 миль. Они варьируются от доставки вертолетов в аэропорты до доставки специальных грузовых соляных шахты, а также перевозки новых грузов, такие как лопасти ветряных турбин, которые необходимо перевести из Колорадо в Канзас. Остальные 4 маршрута приведут вас от Колби до Хатчиноса, от Топики до Питтсбурга, от Додж-Сити до Эмпории, от Уичито до Салины. Просматривая рынок труда, вы можете заметить, что некоторые из этих новых контрактов требуют много поездок, вплоть до переезда в другой штат. Вот почему мы ввели возможность сделать остановку для отдыха и даже пополнить топливные баки во время более длительных маршрутов. Мы специально транспортным контракту. Нелегко перевозить такие крупногабаритные грузы, поэтому обязательно делайте перерыв, когда сможете. Мы с нетерпением ждем, когда у вас дела с новыми маршрутами и негабаритными грузами. Если вы занимались грузоперевозками в некоторых из наших недавних дополнений, вам не привыкать к плате за проезд по магистралям, является важным источником финансирования автомобильных дорог во многих штатах США. Эти сборы приносят пользу местной экономике, способствуют содержанию дорог и чистоте участка дороги. Однако в Канзасе они будут немного отличаться в плане платы от других ранее существующих сборов в American Truck Simulator. Теперь с вас будет взиматься плата за неустановленную плату, а только за пройденное расстояние по платной дороге. Это значит, что если вы проедете небольшое расстояние до выезда, с вас будет взиматься меньше суммы по сравнению с водителем, который проедет всю дорогу. Итак, если вы считаете доллары и пенни, как на нашем Twitch, давайте поиграем в серия. Вы всегда можете проверить установленный маршрут, чтобы узнать, нельзя ли сэкономить немного денег в путешествии, сделав крюк по другому маршруту. Мы надеемся, что вам понравятся эти небольшие, но практические изменения в нашем предстоящем дополнении к карте. Если вам не терпится получить Truck Kings, то обязательно добавите дополнение Канзас в свой список пожеланий Steam. Мы ценим всю вашу поддержку, с нетерпением ждем возможность приветствовать вас на границе штата в самое ближайшее время. До следующего раза продолжайте ездить на грузовиках. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. Ну что, дорогие друзья, как вам данная новостная неделя? С вами был как всегда, я, Михаил, с канала Пайкмейкер. Не забывайте про действия, которые сейчас видите у себя на экране, на лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.